今后勿近。Это была сцена из фильма, основанной по роману «Троецарствие». «Троецарствие» — это один из 4 основных классических романов Древнего Китая. И недавно я его прочитал и встретил довольно много персонажей, с которыми я уже был знаком ранее. Например, Лубу — это персонаж одного сериала от Netflix, где ему приходилось драться против Тора. Или, например, генерал Цао Цао, за которого можно сыграть в мобильной игре Rise of Kingdoms. Это не реклама. Но каково было мое удивление, когда, читая этот роман, я увидел имя Хуато. Я такой, ничего себе, Хуато? Ну, вы поняли. Каждый иглотерапевт должен знать Хуато хотя бы по одной причине. Это точки Хуато Дяди. Они используются до сих пор, в особенности для лечения шейного остеохондроза или ригидности затылочных мышц. Впервые знаменитый врач Хуато появляется в романе для лечения одного из 3 ключевых персонажей, генерала Гуань Ю. Генералу в рука попала отравленная стрела, и, возможно, руку пришлось бы ампутировать, но Хуато предлагает альтернативный метод – это хирургия. То есть буквально нужно оголить руку до кости и сошкрябать яд с кости. Процедура довольно болезненная, однако генерал запросто ее переживает, попивая вино. Интересно, однако, что здесь автор почему-то не упоминает известный на весь Китай Ма Фэйцан. Это, возможно, первая анестезия во всем мире, а возможно в истории, которая использовалась для хирургии. Сейчас, однако, уже неизвестен его состав, но можно предполагать, что Ма означает каннабис. Судя по одной только этой сцене из романа, можно предположить, что Хуато делал операции, которые несколько похожи на операции сегодня. То есть он обеззараживал свои инструменты огнем или алкоголем, вскрывал брюшную полость, убирал опухоль и впоследствии зашивал область нитками. Кроме того, Хуато был создателем одной из форм цигуна. Это 5 зверей Вусинси, а именно тигра, оленя, медведя, птицы и обезьяны. Обезьяны, да. 5 неспроста, а потому что они связаны с элементом мусин. О его достижениях можно долго рассказывать, но я расскажу вам об одном эпизоде, о котором нам рассказывали на уроке теории китайской медицины. Эта история должна показывать связь между эмоциями и физическим телом, но она хорошо показывает характер этого персонажа, Хуато. Итак, Хуато пришел к одному чиновнику, который страдал хроническим заболеванием. Однако вместо того, чтобы лечить этого чиновника, Хуато днями напролет развлекался, ел дорогую еду, забрал за свои услуги довольно много денег, а потом свалил, оставив на прощание письмо. В письме Хуато всячески обзывал этого чиновника, и, конечно же, чиновник, прочитав это письмо, был вне себя от гнева. Настолько его поразил гнев, что его стошнило кровью. Однако после этого он почувствовал облегчение. Скорее всего, его болезнь была вследствие застоя крови. Прочитав описание Хуато в романе, у меня создалось впечатление, что это не какой-то мудрый старик с длинной бородой, а скорее доктор Хаус в Древнем Китае, такой же заносчивый, смеется над угрозами стражников, однако при этом остается фанатом своего дела. Я посмотрел годы жизни врача Хуато и увидел, что прожил-то он не так уж много для великого врача, и, как оказалось, я был прав, кто-то не выдержал все его выкрутасы и прикончил его. А как? В романе «Троецарствие» великий генерал Цао Цао страдал мигренью, поэтому призывал к себе Хуато для лечения. Хуато, видимо, подозревая, что у Цао Цао есть опухоль мозга, предложил ему раскрыть череп, вынуть опухоль и таким образом его вылечить. Конечно же, Цао Цао на такое не согласился и, подумав, что Хуато решил таким образом его прикончить, заключил его в темницу и потом казнил. Исторически же известно, что Хуато довольно успешно лечил мигрень Цао Цао иглотерапией, однако эффект был временный, и поэтому Цао Цао старался держать Хуато поближе к себе. Хуато, конечно же, это все не нравилось,
И один раз он сказал, что моя жена приболела, поэтому я не могу прийти на очередной вызов. Цао Цао же решил проверить информацию и, увидев, что Хуато солгал ему, заключил его в тюрьму, впоследствии казнив. Не знаю, карма это была или нет, но впоследствии сын Цао Цао заболел и умер. Конечно же, Цао Цао сожалел о своем решении казнить великого врача, но было уже поздно. Считается, что после смерти все его знания были утеряны. Однако ученики постарались и кое-что досохранили. Откуда же мне известно про эту информацию? А потому что я учил вот этот предмет Гдя Сюэ Шо. Буквально переводится «теории древних докторов». Здесь упоминается, что у Хуато осталось 2 трактата. Один из них называется «Чжон Цан Дин» и описывает дифференциальную диагностику внутренних органов Цзан и Фу. В особенности ставится ударение на пульсовую диагностику. А также есть другой трактат Нэй Джао Фа. Здесь описывается 4 вида диагностики, ставится ударение на осмотре. Тот, кто прочитал этот трактат, мог использовать обычное зеркало для того, чтобы узнать, каким заболеванием он болен. Можно только предполагать, что бы было, если бы Хуато не умер. Однако я думаю, что китайская медицина в таком случае была бы очень похожа на западную медицину. Почему? Хуато не зря называется последним хирургом. Из-за религиозных убеждений люди впоследствии отказались от хирургического вмешательства в человеческое тело и поэтому начали наблюдать за пациентами извне, собирать их симптомы и собирать их в синдромы, а впоследствии по синдромам уже лечить. В конце романа «Троецарствие» наступает конец распрям между 3 царствами и наступает новая эпоха, которая известна своим другим врачом Хуан Фуми. Если это видео наберет 5 лайков, то я так и быть сделаю по нему видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, но это понятно, что нужно ставить лайк. Бейте в колокольчик, подписывайтесь, если хотите увидеть больше таких видео. Аминь.